Пернатая несуразица из инфракласса бескилевых птиц. Сегодня ученые насчитывают 5 видов киви. Кислые фрукты не в счет. И все не прописаны в Новой Зеландии. На острова пернатые попали примерно 60 миллионов лет назад из Австралии. Да, там оказывается не только и сумчатые жили, а ближайшие родственники этого несуразного пернатого – грозные казуары. Весь внешний и внутренний вид этих существ полностью противоречит самой концепции понятия птицы. Пойдем снаружи. Перо. Да, технически у киви есть перья, но по факту они настолько преобразовались, что теперь это выглядит совсем как шерсть. Модный меховой прикид помогает пернатым сохранять постоянную температуру тела на отметке плюс 38 градусов. Для птицы это чрезвычайно мало. Куры и утки чувствуют себя более-менее нормально при температуре тела в 40. Внутри тоже не все как у нормальных пернатых. Весят наши фрукты совсем немного. Самые крупные виды не тяжелее домашней курицы. От 1,5 до 4 килограммов. Но большую часть этого веса составляют очень крепкие и тяжелые кости. У всех нормальных пернатых они полые. Так птицы облегчили конструкцию, чтобы подняться в воздух. Киви же товарищ исключительно пешеходный, потому что он уплотнил свою конструкцию и наполнил ее костным мозгом, совсем как млекопитающие. У нее, конечно, есть крошечные рудиментарные крылышки, около 5 сантиметров, которые абсолютно бесполезны для полета. Но эти крохотные фрагменты скрыты под густыми перьями, и заметить их сложно. К тому же киви утратили киль, гребень грудины, который у большинства птиц служит местом крепления мышц для полета, поэтому их грудная клетка выглядит плоской, как у млекопитающих. Образ жизни наших героев тоже мало похож на типичный птичий распорядок. Днем это робкие и трусливые существа, что прячутся в своих многочисленных глубоких норах, а ночью в пернатых как будто вселяется нечисть. Недозвери, выбравшись из укрытия, истошно вопят и бегают по всей своей территории. А это на минуточку от 2 до 100 гектар. В своих ночных вылазках птички полагаются на слух, острое обоняние и осязание. У них даже чувствительные волоски-вибрисы на голове есть, совсем как у кошек. С помощью усов киви выискивают вкусняшки в земле. Птица сначала раскапывает все сильными лапами, а потом обнюхивает и ощупывает клювом. Да, птицы киви почти слепые, но у них нюх, как у собак. Это редкость среди птиц. Свой клочок леса птички яростно защищают. Дальше демонстрации воплей дело заходит, конечно, редко, но метко. Крепкие когти и четкий удар клювом может навсегда вывести соперника из строя. Чаще всего кричат, конечно, самцы, и особенно сильно их противостояние проявляется во время брачного периода, примерно 9 месяцев в году, с июня по март. В это время половозрелые 3-5-летние особи формируют пару на следующие 20 лет. У наших донжуанов нет каких-то особенных способов для привлечения дам, поэтому они просто настойчиво ходят вслед за приглянувшейся цыпочкой и кряхтят. В худшем случае дамочка может побить особо наглого ухажера. Да, киви-самки немного больше самцов, но в лучшем она станет ему верной подругой на долгие годы и нарожает кучу ребятишек. Кстати, об этом. Как большинство птиц выводят птенцов? Сначала высиживают, потом выкармливают, а потом еще и подкармливают, пока здоровый птенчик не научится летать и кушать самостоятельно. Ну а киви просто несут большие яйца. Забота о потомстве? Нет, не слышали. Размер одного кивиного яйца может достигать 450 грамм, почти 1/4 от самой птицы. Помимо этого, в нем содержится огромное количество желтка, до 65%. Яичный желток служит запасом питательных веществ для зародыша, но у других птиц его количество
количество не превышает 40. Чтобы произвести на свет такой киндер-сюрприз, самке требуется около месяца. Все это время она ест в 3 раза больше, чем обычно, и очень нелепо ковыляет, широко расставив лапки. В последние несколько дней перед откладкой ей сложно передвигаться и кушать. Огромное яйцо занимает все свободное пространство. Именно поэтому после откладки большая часть забот переходит на крылышки самца. Примерно 2 месяца он будет старательно высиживать яйцо, но как только малыш начнет проклевываться, родители быстренько испарятся из жизни новорожденного и оставят его на произвол судьбы. Но птенцу и не нужна помощь родителей. Он появляется на свет полностью сформированным и покрытым перьями. Выходить погулять он не торопится. Питательных веществ в желтке было так много, что малыш может прожить практически без еды около 2 недель после вылупления. Позже он, конечно, научится находить себе пропитание, а еще чуть позже найдет и свою собственную территорию. Такая стратегия выживания работала безотказно, пока на острова не пришли люди. В Новой Зеландии не было наземных хищников, что могло бы слопать яйцо или птенца, ну а летающие мясоеды не могли эффективно охотиться на прыткий молодняк киви, что также добавляло шансов на выживание. Сегодня же на птенчиков охотятся собаки, кошки и хорьки, так что до взрослого возраста доживает всего 5% птенцов. Кстати, киви очень долго живут, в среднем 60 лет в дикой природе. Для такой маленькой птички это впечатляющий возраст. А что там с фруктом? Изначально киви называли китайским крыжовником, потому что его родина – Китай. Однако маркетологи в 1960-х переименовали его в честь птицы киви, чтобы связать с Новой Зеландией, где фрукт стал популярным. И на самом деле это имя связано со звуком, который они издают. Громкое «киви». А вы любите киви? Пишите в комментариях. А для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, можете перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!